Привет, армия. Тэхён появится в Vogue Japan. Недавно он обновил свою историю в Instagram и поделился видеозаписью из Vogue Japan, которая привлекла много внимания. В посте говорилось «Вина Vogue World, Hollywood Special Digital Cover». Также было объявлено, что это глобальное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире 27 октября в 10 часов на официальном сайте Vogue Japan. В профиле журнала вы можете найти специальный материал Тэхёна, а также 30-секундную цифровую обложку и все подробности о Vogue World. Осталось всего несколько часов, прежде чем он войдет в историю как первый корейский артист и единственный поп-айдол, посетивший Vogue World. Тот факт, что его дважды лично приглашала Анна Винтур, является достаточным доказательством. Анна известна как один из самых сложных людей с очень избирательным вкусом, но она, похоже, была очарована присутствием и личностью Тэхёна. Она пригласила его снова на мероприятие в Голливуде, и это показывает, насколько сильно она с ним связана. Не только из-за его внешности, но и из-за его личности, его осанки и непринужденной харизмы. В Тэхёне есть что-то, что привлекает внимание даже там, где все остальные, казалось бы, сияют. Его манера держаться, его внешний вид и его улыбка заставляют людей чувствовать себя по-другому. Он естественен, добр и излучает спокойную энергию, которая чувствуется даже на самом коротком фото или видео. Многие говорят, что он поднимает настроение одним своим присутствием, и это не преувеличение, в нем есть что-то искреннее. Все это, кажется, произошло в идеальное время. Тема мероприятия этого года – Голливуд, взаимодействие кино и моды, соответствует тому, что отстаивает Тэхён. Голливуд будет чествовать связь кино и моды, выделяя самые вдохновляющие личности в истории, и Тэхён идеально вписывается в эту концепцию. Он обладает сочетанием элегантности и естественности, благодаря которому все, что он носит или делает, кажется кадром из фильма. Его появление в Vogue Japan демонстрирует не только его рост как художника, но и то, как он продолжает идти по малоизвестному пути. Хотя многие следят за ним из-за его образа, те, кто знает его лучше, знают, что он не просто тихий, а нечто большее. Он – личность, которая оставляет след, не говоря много слов. Именно поэтому его участие в Vogue World так долго ждали. Увидеть его на этом мероприятии станет не только значимым моментом для мира моды, но и возможностью увидеть его с новой стороны. В каждом образе есть что-то особенное, и этот не исключение. Увидеть его в одном пространстве с деятелями кино и моды невероятно волнительно, и те, кто следит за его творчеством, чувствуют, что это всего лишь очередной шаг на пути, который, кажется, предначертан ему судьбой. В последнее время многие заметили одну деталь, которая не осталась незамеченной. Как обычно, Тэхён уникальным образом показывает, что Чингук по-прежнему важен для него. В одной из его последних историй в Instagram некоторые фанаты заметили нечто странное. Тэхён был одет в пижаму, точно такую же, как та, в которой он сидел на коленях у Чингука в том памятном перелете. Сравнение стало вирусным из-за почти точного сходства, хотя это не было подтверждено, совпадение слишком очевидно, чтобы его игнорировать. Интересно, что подобные детали не новы. Уже некоторое время многие замечают, что Тэхён часто носит одежду или аксессуары, которые каким-то образом связывают его с Чингуком. Это может показаться мелочью, но это неудивительно. Но для тех, кто внимательно следит за новостями, эти жесты открывают больше, чем кажется на первый взгляд. Как будто, не говоря ничего прямо, Тэхён находит способ напомнить миру, что их отношения все еще существуют. И каждый раз, когда он это делает, все задаются вопросом, действительно ли это совпадение или он просто хочет поделиться частичкой своих чувств. Но это еще не все. В каждом посте, которым делится Тэхён, есть что-то, что связывает его с Чингуком. Будь то песня, наряд или просто фотография. Всегда есть что-то, что говорит о том, что он сознательно выбирает то, чем делится. Не потому, что он ищет внимания, а потому, что он делает это естественно. Как будто эти маленькие детали являются частью его повседневной жизни. И хотя некоторые пытаются преуменьшить это, правда в том, что многие чувствуют, что за каждым постом стоит история или общее воспоминание. Конечно, не все воспринимают это положительно. Некоторые критикуют такие моменты, говоря, что люди преувеличивают или выдумывают истории. Но многие не могут отрицать, что Тэхён действует в соответствии с тем, что чувствует. Он никогда не показывает, что слишком переживает о мнении других людей. И это то, что многие ценят. Он следует своим путем.
И когда дело касается Чингука, в его поступках всегда есть очень прозрачная искренность. Со временем Тэхён показал, что его способ самовыражения не всегда требует слов. Он делает это через жесты или небольшие символы, которые могут заметить только те, кто внимательно наблюдает за ним. И хотя он никогда ничего не говорит прямо, в каждом его появлении есть одна константа. Чингук всегда присутствует, так или иначе, как будто их связь настолько естественна, что не нуждается в объяснении. Многие могут подумать, что это просто совпадение, но те, кто следит за ними годами, знают лучше. Это повторяющаяся закономерность, и независимо от времени или расстояния, она продолжает всплывать. Возможно, это его способ поддерживать связь, не выражая ее словами. И для многих именно это делает их отношения такими особенными. В конечном счете, независимо от того, сколько разговоров или домыслов существует, раз за разом было видно, что Тэхён не притворяется. Он не действует, чтобы кому-то угодить или подогреть слухи, он просто следует тому, что подсказывает ему его сердце, и каждая маленькая деталь, которой он делится, кажется, напоминает ему об этом. Потому что в конечном счете все указывает на то, что сердце Тэхёна все еще принадлежит Чингуку, и это то, что, не требуя подтверждения, очевидно в каждом его действии. Подобные взаимодействия показывают, насколько окрепла их связь. Раньше мгновения между ними казались мимолетными, почти робкими, как будто они появлялись время от времени, когда их никто не ждал. Это были моменты, на которые нужно было обращать пристальное внимание, чтобы заметить. Но теперь все ощущается иначе. То, что когда-то было редкостью, теперь кажется частью их рутины. Нет никаких усилий, никакого напряжения от необходимости что-то скрывать. Они позволяют себе быть Чингук и Тэхён. Больше не пытаются спрятаться, больше не избегают взглядов или скрывают жесты. Они показывают себя такими, какие они есть, без дистанции, которая когда-то казалась необходимой, и делают это с пленительной естественностью, потому что за каждым маленьким действием, каждым обменом взглядами или едва заметным прикосновением, кажется, скрывается история. Тем, кто следил за ними годами, каждое новое взаимодействие ощущается как очередное подтверждение того, что многие уже подозревали. Это не просто сцена или совпадение, происходящее без причины. Это маленькие испытания, знаки, которые, хотя и просты, говорят о многом. В их поведении есть что-то, что передает комфорт, который невозможно подделать. Больше нет прежней нервозности, чувства осторожности в каждом движении. Теперь все по-другому. Очевидно, что они наслаждаются обществом друг друга, не нуждаясь в оправданиях. Конечно, не все видят это одинаково. Всегда есть те, кто предпочитает думать, что другие преувеличивают, что все вырваны из контекста, или что это всего лишь теория. Они говорят, что фанаты слишком много в это вчитывают или придают значение тому, чего нет. Но есть одна вещь, которую нельзя отрицать, и это то, как себя ведет Тэхён. Он всегда был таким, прямым, искренним, не беспокоясь о том, что говорят другие. Его никогда особо не волновало, что думают другие люди, и это отчасти делало его таким искренним. Вы не видели его намерения угодить, а скорее желание быть самим собой. И когда он был с Чингуком, это отношение становилось еще более очевидным. Он не пытался быть более дружелюбным или более отстраненным. Ему просто было комфортно. Это было видно по его жестам, потому, как он смотрел, не задумываясь слишком много, потому, как он улыбался, не прикасаясь к камере. Было что-то особенное в том, как они смотрели друг на друга. Это не был взгляд, ищущий одобрения. Это было больше похоже на молчаливое соучастие, как будто, просто глядя друг на друга, они знали, о чем думает другой. Это был своего рода жест, который невозможно отрепетировать. Было также то, как они прикасались друг к другу, без страха, без скованности, которая иногда возникает, когда кто-то пытается соблюсти приличие. Между ними не было невидимой границы, отделяющей профессиональное от личного. Все, казалось, смешивалось с естественностью, которая, будучи далекой от дискомфорта, ощущалась подлинной. И для многих именно это делало их столь захватывающими для наблюдения. Каждый маленький жест, казалось, имел свой собственный вес, улыбка, появившаяся без причины, плечо, прижавшееся к другому, общий смех среди шума. Все это было просто, но когда это повторялось, когда это происходило с такой последовательностью, все это переставало казаться случайным, все это становилось частью их способа быть вместе. Как будто их тело реагировали раньше их разума, как будто больше не было необходимости думать о том, как себя вести, привычка искать друг друга, быть рядом, это казалось непринужденным, это было чем-то, что было там, и те, кто следовал за ними так долго, сразу это узнавали.